М. Запись пошла. Сегодня у нас 28 марта. Марина, расскажите, пожалуйста, почему вы к нам обратились? Ну, почему бы? Хочу освободиться от всей нечисти. Хочу начать нормальную жизнь. Хорошо. Какая ваша главная цель? Ну, главная цель — освободиться Вот интерферентов, магии, от колдовства, всего-всего. всего. Магии, от колдовства, от интерферентов, подключек, от всего-всего. Мгм. Хорошо. Так, тогда расскажите вкратце, ну, ваши аспекты, какие у вас есть. Прошу вас помочь мне освободиться от всего того, что мне не принадлежит, всего того, к чему меня подключили. Отключить от всех программ гибридизации, беременности, вирусов. Прошу помочь мне восстановить мое ДНК, чистое, изначальное от первоисточника, и перезапустить мою лимфатическую систему. Отменяю все прививки и прошу вас помочь поправить мне атлант. Отказываюсь от деструктива во мне. Я отменяю все контракты, подконтракты, соглашения, договора, программы, подключки и импланты и так далее и тому подобное. Мгм. Отменяю обряды крещения себя и участие в крещении своей дочери Ирины и других. Обряды венчания, 2 у меня было венчания с 2 мужьями. И прошу вас отключить меня от христианского эгрегора, и если еще есть какие-то, от них тоже. Прошу помочь мне отключиться от всех мужчин, которые были в моей жизни, стереть память о них и все, что с ними было связано во всех мирах и пространствах. Никогда больше не встречаться с моим бывшим мужем Александром, ни в каких жизнях. Прошу помочь убрать лярву курения и посмотреть, есть ли лярва алкоголя. Если есть, тоже убрать. Помочь освободиться от денежных блоков, блоков вины, обид, нелюбви к себе, самоуничтожения. Отказываюсь от гаданий и колдовства, магии, целителей и различных обрядов. Вернуть энергии, те энергии, которые отдавала им, прошу вернуть на переработку и прошу прощения у Вселенной за это. Прошу прощения у 2 детей, не родившихся, и прошу помочь им обрести светлое пространство первоисточника. Прошу помочь мне включить моего внутреннего контролера, чтобы больше никто и никогда не смог меня обмануть. И никуда не смог меня подключить ни к чему и ни к кому. Отключить. И никто не смог бы отключить мою энергию, закрыть мне зрение. И никто не смог бы меня заразить никакими вирусами. Не смог бы мне ставить блоки, закрыть мою интуицию, лишить меня всего того, чем наделил меня первоисточник. Чтобы я никогда ни при каких обстоятельствах не забывала, что я чистая и свободная душа. Прошу помочь запустить программы оздоровления, просветления, омоложения, успеха, программу генетической памяти и памяти на физическом плане. Очень плохая память. Прошу очистить мой дом и участок, на котором он стоит. Очистить квартиру, чтобы можно было ее продать. Помочь моему роду, если нужна помощь. Потому что в нашей семье со стороны матери 4 сестры у них. У 2 дети были, есть, а у 2 не было. Со стороны отца то же самое. У меня с братом, у меня есть ребенок, у него нет детей, хотя он уже в возрасте, уже и не будет. Теперь аспекты. Очень плохая память, плохое физическое состояние, болит позвоночник, ноги, все суставы, голова, уши, сердце, почки, внутренние органы все. Нет энергии, быстрая утомляемость. Вот здесь какая-то шишка растет, непонятная. Не болит, но растет. В молодости в груди была опухоль. Ходила 3 раза к бабушке-знахарке.
Она отчитывала. Помогло. Плохое зрение, как будто пелена на глазах, звон в ушах, все тело как закостенелое. Трудно выражать свои мысли при некоторых людях. Было 4 общих наркоза. Когда делали операцию аппендицит, Мгм. плакала под наркозом. Когда меня разбудили, медсестра спросила: тебе было больно, почему ты плакала? Я не могла ответить, потому что я и сама не понимала. Боюсь высоты. Дыхание перехватывает, как будто заходишь в холодную воду. Вот прям дышать не могу, когда высота, когда нахожусь на высоте. Боюсь до ужаса крыс и мышей. Очень меня любят комары, просто обожают. Неуверенность в себе. Если что-то нужно сделать, пройду 7 кругов ада, прежде чем что-то получится. Люди меня слушают, но не слышат. Обидчивая, но быстро отхожу. Прокручиваю ситуацию и сама себя потом съедаю просто, что вот почему я так поступила или эдак. Могу постоять за кого-то, за себя стесняюсь. Потом опять же занимаюсь самоедством. Вообще все деструктивные ситуации примеряю на себя. Вот увижу что-то плохое на себя, вот как бы я себя чувствовала в этой ситуации или как бы я себя повела, и так мне себя жалко становится. В общем, развожу Мгм. деньги. Зарабатываю неплохо, но уходят как вода сквозь пальцы. И все большими суммами. Люди одалживают у меня деньги, плачут: помоги, выручи. Потом не отдают, исчезают просто. И тоже одалживают большими суммами. Есть у меня несостоявшийся зятёк, Альфонс. По глупости, не знаю, как это так случилось, оформил на него 3-ю часть своего участка. Теперь не могу от него избавиться. Как зовут? Александр. В связи с этим прокляла его до 7-го колена, сгоряча. Отказываюсь от этого, от проклятия. Так, я говорила про прививки. Да. Так, от меня мои и дочери. Я разрешила их сделать. Так, в детстве, когда мне было 3 года, спала несколько суток. Очень хотела спать. Ничего не болело, просто хотела спать. Снился сон в детстве. Снился сон, что в животе, как будто живот у меня пуст, ну вот нет ничего моего, а как будто там копошится что-то черное, то ли вши, то ли черви. Вот черно-антрацитный такой блестящий цвет. Лет до 6 ковыряла пупок до крови. С юности не могла сидеть в брюках, расстегивала их. Они мне давили как-то вот на живот, на желудок. Дочка у меня родилась с помощью кесарево сечения. После операции была в бреду несколько суток. Потом, после больницы, мама мне сказала, что меня как будто подменили. Мне вливали плазму крови. Переболела желтухой, лечили гомеопатией. После этого появились проблемы с сосудами на лице и по всему телу. Вот, допустим, если на плече несу сумку, даже не тяжелую, опухает плечо, чешется и болит несколько суток, потом проходит. Или сижу как-то неудобно вот, спиной, также опухает спина и все тоже. 3 раза было состояние, я даже не знаю, как объяснить, вот просто вселенского счастья. Первый раз я в тот момент болела, но у меня, ну, такая благодать была на душе, я даже не знаю, как объяснить. Вот если подходит слово «вселенское счастье», значит, это было так. Так, сны. С юности снился мне черт в цилиндре, во фраке с бабочкой.
красивый такой дяденька, но когда я смотрела, опускала взгляд, смотрела на ноги, а он, копыта у него, из-под брюк копыта торчали. Я с ужасом убегала. Всю жизнь кричу во сне, всю жизнь мне какие-то кошмары снятся. Так, снилась война отечественная. Прячемся, страшно. Снились, вот недавно снился сон, утро, раннее утро, еще небо серое. И небо разделено на квадраты, и пронумерованы квадраты. Прям квадраты белыми полосами разделены. И в каждом квадрате НЛО, круглая тарелка. Так. Еще один сон. Во сне чешется голова. Чешу, из головы сыплются осколки стекла мелкие. И на каждом осколочке кусочек железки какой-то, как от точилки для карандашей. Вот такие вот остренькие с лезвием. Так. Летала на ковре-самолете, убегала от кого-то. Еще было несколько таких странных снов. Греюсь у печки, вокруг солдаты. У солдат ружья со штыками. Я одета в пальто, на голове платок, сижу около печки на соломе. Солдаты ходят, а я сижу, сжалась, боюсь, что меня узнают и убьют. Еще один сон. Огромная веранда, порванные занавески, выбитые стекла и ступени огромные к морю. Жду лодку. Сильная тоска и страх. Страх и горе. Еще один сон. Комната вся забита дорогой старинной мебелью, коврами, книгами, посудой. Все просто вот как склад. И я как бы нахожусь в этой комнате и думаю, как же я тут буду жить? Отсюда нельзя выйти, если выйду, меня увидят. Так, еще один сон. Фигура в кресле, в латексном черном костюме облегающем. Вот так сидит вниз головой. Я подхожу ближе, фигура поднимает голову, глаза пустые, серые, без зрачков. И я понимаю, что это я. Я сама на себя смотрю. Опять ужас, страх, кричу, убегаю. Так, какую роль в моей жизни сыграла моя подруга детства Ольга? Когда-то одна гадалка мне сказала, что она изменила мне судьбу. И моя бывшая свекровь Лидия. Так. Делала отворот одному мужчине. После этого где-то через 2 года он очень сильно заболел, очень сильно. Прошу посмотреть, если я в этом виновата, я прошу прощения и прошу отменить это событие, что я вообще обращалась к этой гадалке. Мужчину зовут Алишер. Прошу посмотреть, где находятся мои родители, ушедшие уже. Мама Антонина, папа Николай, бабушка Евдокия, бабушка Евдокия и Ирина, дедушка Дмитрий и Петр. Если им нужна помощь, прошу помочь и передать информацию об освобождении. Также ушедшим передать информацию Лидии, Ирине, Виктору, Александру, Николаю, Анатолию, Жене, это друг мой. Угу. Тете Доре и тете Тамаре. Живым. Брату Петру, живым уже. Брату Петру, жене его Ларисе, моей дочери Ирине, сестре. Угу. Сестре Людмиле, ее мужу Виктору, моей тете Зои,
И друзьям, всем, кто придет, если захотят. И бывшему мужу Олегу. Мгм. Хорошо. Ну и, конечно, хочу встретить своего защитника, помощника, человека, которому я могла бы дать свою любовь и заботу, тепло своего сердца. Все. Хорошо. Так, отключите, пожалуйста, микрофон. Сейчас. Отлично. Так, Вика, ты готова? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Так, что ты видишь, где ты находишься? Нахожусь в эфирном пространстве, и я вижу, как эту сущность в костюмчике. Он со стороны интерферентов. Мгм. Когда я начинаю его спрашивать, что он делает, потому что Марина сегодня освобождается, это ее воля. Вот я Мгм. так думаю, а он слышит. То есть я как бы говорю с ним, что ли. И он превратился в крокодила и уходит в портал, уползает. А пространство очищается. Мгм. Хорошо. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Марины. Марина. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Я вижу у нее очень мощная энергосфера. Мгм. Она большая, правильной формы, но вот так где-то снизу, с правой стороны и по диагонали она закрывает все черная полоса, которая уходит в сектор колдовства магии. Там открыт портал в Мгм. секторе магии, а к сектору интерферентов тянется подключка. Вот. Также какая-то идет подключка в голове с правой стороны от сектора подписания контрактов и жертвоприношений. А в Мгм. секторе магии и колдовства ничего не видно, потому что все темно. И света первоисточника не видно тоже. Мгм. То есть она заблокирована, ее закрыли.
Так. Считай, пожалуйста, эфирное ДНК. Марина ли это? Да, это она. И я вижу, что она внутри этой сферы, она связана. Какая-то программа у нее вот здесь, как будто бы топор или что-то такое острое висит. Угу. А живот как будто бы открыт. Там как черная такая, не знаю, как это объяснить. Оно выглядит как будто бы что-то, как будто бы полость живота открыта и вываливается что-то черное. Оно похоже вот на рой мух, которые вот сидят друг на друге. И вот этот шлейф тянется в сектор духов. Угу. Это возле правой ноги внизу. Так. Что еще? Ну, все остальное очень темно. Угу. Хорошо. Спроси у Марины разрешение на работу с ней и для нее. Она разрешает. Я чувствую, что мы друг друга узнали. Она меня узнала, сразу ей стало радостно. Она взмахнула крыльями. Вижу только правое крыло. Как-то как-то велила, как будто бы хотела взлететь. Угу. И считывается вот эта энергия надежды. Угу. Хорошо. Спроси у нее, видит ли она, что происходит в ее пространстве. Осознает ли она это? Я вижу, что у нее на глазах стоят импланты. Они похожи на очки. И она вот так вот сейчас как бы стекла открывает. Угу. Я говорю, мне интересно, что это за такие у нее очки. И там на этих очках вот это изображение глаз без зрачков. Угу. Я вижу, что это ее подсознание давало ей сигналы этих блокировок. Угу. Она говорит, что она видит. Я говорю, что она может снять эти очки. Она снимает и отдает в сторону интерферентов этому крокодилу. Угу. Сейчас она как будто бы встает из этой конструкции. Эта конструкция как будто бы такая статичная. Она встает как будто бы с колен. И эта конструкция вот так вот падает с нее. И она такая, ну, небольшая, а огромная. Угу. Ну, просто огромных размеров. Ну, мне интересно, вот как по нашим меркам. Это в эфирном пространстве не видно. А так я вот сейчас поставила такой метр, чтобы измерить ее высоту. Угу. Это 5 километров в высоту. Угу. Хорошо. Так, с этой конструкции она вышла, да? Она не то что вышла, она просто
стало меньше на нее влиять. И Мгм. сейчас я вижу, первое, что, чем мы займемся, это колдовская метка. Мгм. Я говорю, что осознает ли Марина, что мир поделен на двое, что светлый божественный мир, мир первоисточника наполнен энергиями счастья, радости, чистоты, мира и гармонии. И сейчас она может вернуться в свою, попросить свою генетическую память, снять все преграды и вспомнить эти энергии, вернуться по реке времени в то время, когда во Вселенной была чистая, абсолютная гармония, когда не было врага. Я говорю, что она может вернуться, чтобы вспомнить эти энергии, чтобы взять этот эталон абсолютной чистоты и абсолютной гармонии, абсолютной жизни, чтобы сейчас она смогла восстановить справедливость и вернуть те энергии и ту чистоту, которая была фактически украдена от нее, у нее. Да, она возвращается, она как бы плывет по времени. Мгм. Она заходит в такое чистое пространство. Я говорю, чтобы она почувствовала себя, как она себя чувствует. Она сначала как будто бы у нее такие, знаешь, душа сжалась вот в груди из-за тоски. Я говорю, что она может отпустить этот блок, потому что тот потерянный мир возвращается. Она буквально купается в этих энергиях. И Мгм. вот этот блок, она просто рыдает. Вот у нее вот это блок здесь в груди, это тоска об этом потерянном прекрасном мире, и, тоска о той гармонии. И она говорит, что она плачет по себе. Мгм. Я говорю, что по ней плакать не нужно, потому что она нашла свой путь к освобождению, и она вернет. И я вижу, как у нее осознание растет. Она наполнилась этими энергиями, возвращается назад, потому что она все осознала, сколько раз ее эти твари обманули, сколько раз они подсовывали ей ложные контракты. Я ей говорю, чтобы она в первую очередь отторгла то все, что ее связывает с этими темными мирами, с миром магии, колдовства. Мгм. Я говорю, чтобы она показала тот момент, когда она сама по своей собственной воле прикоснулась к этому темному миру, к этим энергиям, пустила эти энергии в себя. Так. Показывает? Она мне показывает какое-то свое прошлое воплощение. Она сидит в каком-то, ну, как дом.
и она что-то делает. Но она, у нее много, она как ведунья какая-то, что ли. Я вижу, что у нее в руках зелье, сушеное зелье. И она что-то делает, и вот так вот назад, вот как-то руками. Но как-то так позитивно. Оно от нее тянется в нижний портал подключка к сектору интерферентов. И я вижу, что в ее руках какие-то две черные штучки. Я не знаю, что это на физическом плане, на эфирном плане это выглядит как две какие-то погремушки. Они просто черные, и она вот так вот как-то делает это вот. А внутри вот эти мухи, вот этот дух. То есть она использует в своих каких-то ритуалах вот эту энергию, энергия, дух это и есть, это сила, побуждающая энергия, побуждающая сила, которая побуждает вот этот процесс материализации. То есть придает ее заговорам, ее словам энергию, законность, и оно вступает в закон. Я вижу, что этим действием у нее идет порча по родовому древу. Угу. Я ее спрашиваю, это она, что она мне вот сейчас показывает? Она не отвечает, но она показывает, что от этой женщины, которую я вижу, она не считывается как плохая. Она Угу. какая-то такая веселая, но в руках у нее очень черная энергия, такая, как смола. И она показывает, что вот в области, на физическом плане, это область печени, потому что все наше тело это как развернутая ментальная карта. И по проблемам в нашем теле можно считывать, где какие проблемы есть на эфирном плане, какая часть нашего физического тела, она отвечает за какую-то определенную сферу. Я вижу, что там в области желчетока, вот там, идет вот этот энергетический блок, идет порча. Идет порча, она вот так завивается, как две спирали друг друга заворачивается вот так. Две такие линии пошли, а потом они разрастаются, как древо. И вот там ее вот пояс родовой, как бы я слышу порча. Я спрашиваю, кто эта женщина? Это она? Она машет головой, что это не она. Вот так она показывает. Но она показывает на эту порчу. Я вижу, что это где-то лет 300 назад было. Какой-то предок Марины? Да, какая-то бабушка. Угу. Я спрашиваю, а где Марина была в то время? Она показывает, что она тогда не жила на земле, она была на небесах. Но потом родилась ребенком в этом, да, она мне показывает, что она родилась вот после этого воздействия. Я ей говорю, что она может зайти в тот момент к этой бабушке. Так, пусть покажет. И поговорить с ней. Я вижу, что она заходит к этой бабушке в образе такой девочки.
У нее такие белые колготочки, как какие-то, длинненькое платьице. И она с этой бабушкой говорит. Она ей показывает на эту порчу, показывает, что она родится, говорит, в следующем поколении, показывает себя сегодняшнюю и говорит ей, что она виновата, эта женщина. Я вижу, как эта бабушка упала на колени перед этой девочкой и начала как бы просить прощения, молиться буквально. Я говорю Марине, чтобы она эту женщину подняла и сказала ей, что она должна сделать. Она должна отменить все свои ритуалы, вернуться в то время, когда она еще этого ничего не делала, твердо решить отменить все соглашения с этими темными порталами и таким образом изменить эту родовую карму. Хорошо. И да, это запрет на рождение детей, то есть идет как бы вырождение рода. Мгм. Я вижу, как Марина, вот эта девочка, ну, просто уплывает и соединяется с Мариной сейчас. А эта бабушка сжигает в печи вот эти черные штуки. Она сжигает какие-то книги и молодеет. То есть я вижу, как время идет вспять. Снимает с себя какую-то одежду, тоже все там сжигает в этой печи. Мгм. Какой-то платок с головы снимает. Он какой-то как цементный, странный такой, как похож на имплант. Она все это сжигает. Я вижу, что она подходит к какой-то книге и расторгает контракт. В черной книге. Расторгла этот контракт, и эта черная книга ушла в тот портал этих духов. Я сейчас говорю с этой бабушкой, чтобы она закрыла тот портал. Но она, знаешь, что делает? Она этот портал как будто бы закапывает. Копает. Я вижу, что она копает, а землю бросает на этот портал, а сейчас она достала там что-то под этой землей, что она раскопала. Находится какой-то сверток белый. И она его достает. Что за сверток? Вот что-то сияет такое. Она говорит, чистота. И она эту чистоту берет и открывает такую дверцу, вот там, где в области печени у Марины. Открывает дверцу и начинает выгребать оттуда, как будто бы из печи, какие-то угольки. И она это все выгребает и плачет, и выгребает. И потом забирает такую, как какая-то ниша вместе с этой нишей. И и туда положила это светящееся. Этот, как шарик светящийся. Я вижу, как падает черные энергии и очищается родовое древо. А эта бабушка, вот, она уходит туда, куда мертвые уходят. Но она так
так вот как-то делает, как будто бы фартук вытирает руки с таким довольным лицом, что она сделала свою работу и уходит. Я Хорошо. говорю Марине, чтобы она очистила все это пространство, стерла со всех информационных полей. В ее роду этого события никогда не было. Я говорю, чтобы она сейчас взяла эту чистую энергию фрактальную, которую она принесла от первоисточника, которую она достала в своей генетической памяти, и восстановила целостность всех своих родов с помощью изменения генетического кода, чтобы привела к стандарту абсолютной гармонии и чистоты. Да, я вижу, что это происходит, и сейчас происходит как будто бы отрывание от того антимира. То есть ее род как будто бы прирос к тому темному пространству, и оно сейчас вот так вот отрывается. Я говорю Марине, что она просто может приказать уйти этим всем событиям, которые мешают ее родовому древу соединиться с светом, с первоисточником, потому что она отменяет, это она представитель всего рода, и она отвечает за свой род, потому что это ее личное пространство. Да, у нее это получилось, и эти энергии, которые там удерживали, просто растаяли. Сейчас она возвращается в свою теперешнюю жизнь. Я вижу у нее черная метка между бровями. Я говорю, что она может зайти в тот момент, когда она сама делала какой-то ритуал, заказывала, не имеет значения, и отказалась от этого. Гадания какие-то. Отворот. Угу. Я вижу, что она встречается с этим человеком и договаривается с ним. Это Алишер? Я еще не знаю, я вижу, что она что-то отдает этому человеку. Он находится в секторе колдовства. Что она ему отдает? Эта метка уходит, руки освобождаются. Ну, наверное, это колдун какой-то. Потому что она возвращается на свое место. То есть идет как бы такое разделение. То есть, ну, я не вижу тут Алишера, а может, он это, не знаю. Ну, мы потом рассмотрим этот вопрос. Да. Она как бы выходит с этого. Я говорю, что она сейчас силой своего сознания, осознанности, силой своей воли может расторгнуть все эти события, контракты, подконтракты, соглашения. Когда она обращалась к любым эзотерическим практикам, гаданиям, Бабушка. другим магическим воздействиям, бабушкам, дедушкам, все. Она может отказаться от воздействия этого темного портала, этого эгрегора магии и колдовства. Я вижу, что она это делает. Я говорю, что она может отдавать все туда, откуда оно пришло, и закрывать этот портал. Он такой черный, прямо как смола, этот портал, с такой крышкой, похожие, как канализационные люки закрывают. Угу. Я говорю, что если этот портал с такой крышкой есть, пусть она в этот портал отдает все эти события, энергии, которые пришли от этого портала, пусть забирает этот портал все то, что он сюда принес. Я вижу, как этот крокодил дернул за этот портал, и он утянулся в сектор интерферентов.
Все. Эта энергия черная ушла с ее левой стороны. Мгм. Сейчас я вижу, что у нее открыт портал жертвоприношения. Так. Я говорю, что чтобы она показала, что это за портал. Пусть покажет. У нее был и Это обряд крещение. Да. Она венчания. показывает себя маленьким ребенком. Я говорю, что она может зайти в тот момент и отменить это событие, расторгнуть этот контракт, заявить себя как суверенная, свободная личность, принадлежащая душа, которая принадлежит чистой, светлой вселенной, отказаться от этого портала и отказаться от всех ритуалов крещения, венчания, от всех этих черномагических действий. И крещение дочки. Мгм. А что-то у нее с крещением своим не получается. Я говорю, чтобы она все помнит. Она может зайти в тот момент и его просто отменить. Ничего не было. Да, я вижу, что она просто отменяет. То есть как будто бы ее не крестили. Я говорю, чтобы она убрала с своего пространства все остальные события. Это крещение ее детей и других детей. И вот 2 венчания. Венчание. Я говорю, чтобы она освобождала все свои энергетические центры от блокировок этого эгрегора, забрала всю свою энергию с этого эгрегора и отдала во Вселенскую очистительную систему на переработку. Мгм. Да, эти черные энергии уходят, просто рассыпаются. Я говорю, что она может распространять свет по всем своим энергетическим центрам и по системе всех этих подключек, программирований, пропускать этот идеальной чистоты свет и выравнивать все свое пространство, залечивать его, восстанавливать целостность всех своих энергоструктур. Я говорю, чтобы она стерла всю информацию об этих событиях. Ничего не было. Да, эти энергии уходят в сектор интерферентов. Мгм. Хорошо. Так, что дальше по силе воздействия? Так, я сейчас смотрю. Там что-то еще осталось в секторе колдовства. Я хотела перейти в сектор интерферентов, но что-то здесь удерживает. Там какая-то фигура, которая буквально ее вот так вот тащит за шею. Посмотри, что это за фигура. Я приказываю этой фигуре, ответственному за это воздействие, принять форму в соответствии с его ДНК. Вижу, что это какая-то женщина. У нее открытый портал есть. Мгм. Это Ольга. Нет. Как их зовут? Я сейчас хочу посмотреть, кем она приходится, Посмотри. Марии. В тот момент, когда она... Ну, я вижу, что это ее свекровь. Мгм.
Я увидела картинку, когда вот она как будто бы с мужем в спальне, а эта женщина как-то вот смотрит и наискосок. Я говорю, чтобы она мне показала, что она делает в энергосфере Марины. Она что-то вот так вот открывает или раскрывает. И что-то подкладывает. Подушку поднимает. И что-то туда положила. Я ей говорю, чтобы она мне показала, что она туда ложит. Какой-то предмет. Она говорит, заколдованный. Это похоже так, какой-то прямоугольник, похоже на кошелек. Зачем она это делает? Чего она хочет добиться? Это что-то, сейчас я посмотрю, оно как-то завернуто вот так вот. Я хочу посмотреть, какая программа стоит. Посмотри. Я вижу, что это на забор удачи. И как будто бы с этого, ну, это не классический кошелек, но оно как-то вот символизирует, как будто бы вот такие какие-то энергии закручиваются в виде кошелька, вот так вот. А оттуда деньги высыпаются. А она вот так стоит, и как будто бы эти деньги ловит там, в передник. Но да, это забор энергии благополучия. Я вижу, что эта программа как раз и способствовала, чтобы Марина как бы раздавала деньги налево и направо. Также с этим связано, с этой программой, вены. Я вижу вены на ногах. Почему? Потому что энергия очень сильно идет в противоположном направлении. То есть буквально портит вены. Вены, они вот так сейчас я вижу по ногам, как стволы. И энергия идет в противоположном направлении. Ну, я говорю Марине, чтобы она приказала этой ведьме забрать эти все колдовские воздействия, а также все остальные. Пусть забирает себе, карму никто не отменял. Я говорю, что Марина может призвать свидетелей священную, чистую вселенную, ее энергии, призвать карму. Да, отрывается. Вот как-то эта подключка, они как-то вот к шее такими, как будто бы это жвачка, знаешь, вот резинка как будто бы прилипла. От 5 до 4 чакры. Вот так вот каким-то сплошным таким потоком. Я говорю Марине, чтобы она приказала, пусть эта ведьма забирает все своими руками, не прикасаясь к ее энергосфере. Все эти программы, воздействия, а также все остальное воздействие, которое было сделано. Также этой женщиной. Также я говорю, чтобы Марина очищала все свое генетическое пространство от всех привязок к этой женщине. Я говорю, что Марина сейчас может воспользоваться случаем и почистить все свое ДНК от всех мужчин, которые встречались на ее пути, от их энергий, а также от всех женщин, от всех людей, чтобы она убрала из своего генетического пространства информацию чужеродных энергий, оставила только свое. И я вижу, что это именно открывает возможность, вот этот отказ от всех предыдущих партнеров открывает как бы путь к соединению с своей родственной душой. Бывший муж Александр тоже привязку пусть уберет.
Она их расшвыривает буквально, всех берет, вот так отрезает и вышвыривает всех. М, Я говорю, всех друзей, подруг, всех, кто находится здесь, в энергосфере не должно никого быть. Должны быть только дружественные, партнерские отношения, никаких привязок. Я говорю Марине, что она может заодно убрать все те энергии, на которые притягивались вот эти все негативные люди и энергии. Сейчас я вижу, что она вот так вот, энергосфера очистилась и тянется подключка в сектор интерферентов. мгм. Так, хорошо. Тогда идем туда. Мгм. На счет 3 пусть все интерференты Марины появятся, растянутся по банкам. 1, 2, 3. Я говорю Марине, чтобы она приказала очистить ее пространство. Кто-то пытается такую черную полосу поставить, чтобы не было видно, кто там копошится. Я вижу спрут. Второй этот в костюмчике рептилоид. И серый, маленький серый. Я закрываю всех в отражатель, колбу с отражателем. Я сейчас говорю Марине, чтобы она показала, как идут подключки. Так, пусть покажет. Я вижу, что у нее на первой чакре есть имплант. М, А на голове, вот здесь белый имплант, а на голове что-то все закрыто. Я говорю, чтобы она включила свет, приказала всем убрать воздействие от нее. мгм. Да, сейчас я вижу этот имплант очень большой, у нее на голове похож на летающую тарелку. И сейчас я вижу тот сон, когда ей показали, ну, ее подсознание показало небо в клеточку, Мгм. и вот эти тарелки. Это на самом деле показало ее тотальную блокировку, потому что 6-я, 7-я чакра полностью заблокированы, ее сознание, подсознание отделены. Мгм. Так, сейчас я хочу посмотреть, как идут подключки. Да, посмотри. Я вижу, что от сердечной чакры идет черная и белая подключка. Это к этому рептилоиду и к этому спруту. От спрута также идет вот эта подключка к этому импланту. И к первой чакре этот имплант тоже под его контролем. И ко второй чакре тоже идет. То есть здесь несколько подключек Мгм. разноплановых. Вот это жизненную энергию они забирают через вторую чакру, а в сердечную чакру идет воздействие. Вот черная подключка. Так. Видит это все Марина? Осознает? Да, она снова снимает эти очки, которые у нее были. Отдает это этому рептилоиду. Мгм. Хорошо. Тогда пусть покажет момент подписания контракта. В каких условиях он был подписан. Я вижу Вторая мировая война, бомбардировка. И прячутся люди, накрываются чем-то. Очень сильный страх. Мгм. Я вижу женщину с маленьким ребенком. Она одета как-то по-военному.
У нее есть как она называется, гимнастерка, что ли? И юбка, и ремешки какие-то. У нее как бы пистолет сбоку. И вот так как-то ремешок идет в эту сторону, по-моему. Ремешок. И какая-то пилотка на голове. У нее так волосы собраны сзади в такую большую бульку. И она прижимает к себе ребенка. Это мальчик. Там других много людей. Я спрашиваю ее, где она, чтобы она показала. Она показывает, что она вот эта женщина. Я говорю Марине, чтобы она показала тот момент, когда она каким-то образом разрешила этим интерферентам вторгнуться в ее пространство и взять контроль над ее жизнью. Я вижу, что идет удар, то есть бомба попадает в это место, вероятно, потому что такой удар идет. Я вижу, как душу просто вышибает. Она сначала, вот она поднимается вверх, и ее раз и утянула в другую сторону. То есть она как бы ее вышибла, а потом она начала как бы от этой ударной волны вот как-то замешкалась. И в этот момент ее утягивает, я слышу, улавливатель душ. Такой, как труба какая-то энергетическая. Так, куда она попадает? Я вижу, что она попадает на какой-то объект, как летающая тарелка, что ли. Оно большое, он буквально висит над землей. Кто там ее встречает? Я вижу, что там какая-то как бы военная ситуация, и там вот этот рептилоид, он одет в как бы военную форму. Также этот спрут. Я хочу пойти в тот момент, когда именно был подписан контракт. На счет 3 Марина покажет тебе именно этот момент, когда был подписан контракт. 1, 2, 3. Я вижу, что ей создается иллюзия, что она попала в какое-то пространство божественное. И она стоит перед такими воротами, которые ведут в рай, но они закрыты. И она смотрит, а возле этого заборчика красивого стоит стол. И там ходит такая женщина, как будто бы женщина. Это она одета как медсестра или монашка, что-то такое. И она обращается к этой женщине, чтобы спросить. Но это не женщина, это рептилия. Чтобы спросить что-то. А эта женщина так как будто бы спокойно говорит, что ты виновата, и показывает смерть этого ребенка. Марина возмущается, то есть она не понимает, как она виновата. Она наоборот хотела этого ребенка спасти. Она и этого ребенка собой прикрыла. В чем она виновата? Я вижу, что удар у нее из-за этого пошел весь на спину. И у нее этот энергетический блок так и остался на спине. Вот такими, как
блоками. Мгм. И я вижу, как эта тетка, которая там ходит, якобы тетка, она рассказывает какие-то другие варианты. Нужно было бы это. И она ее спрашивает, ну ты согласна, что ты как бы выбрала неправильный вариант? Ну, конечно, она соглашается, потому что она видит результат. Тогда ей подсовывает эта тетка какой-то как трафарет и говорит, что нужно записать. А это все черным написано. И она говорит принять руководство и признать свою несостоятельность, принимать решения. Понятно. Ей вменяет то, что она якобы не в состоянии выбрать самый лучший вариант, чтобы спасти себя и других. Мгм. Марина соглашается. Подписывает, да? Она подписывает этот контракт, и ее открываются эти ворота, но они же черные, она это почему-то не видит. Как будто бы красивые ворота, кованые такие, но они черного цвета. Они открываются, и она туда заходит, думает, что она заходит в какой-то рай, а там ее сетка. Хватит, и все. Мгм. Как сачок. Да. Спроси у Марины, видит ли она это, что она подписала контракт. Снова фигурируют вот эти очки. Я ее спрашиваю, зачем она постоянно отдает и одевает эти очки. Мгм. Я говорю, что это такое, эти очки? Она говорит, неспособность видеть. Я говорю, кто ей дал эти очки? Они ей нужны? Она говорит, нет. Я говорю, но она способна увидеть, что произошло? Она говорит, да. Я говорю, хочешь ли ты пойти в тот момент и расторгнуть этот контракт? Да, она хочет. Она может это сделать. Я говорю, чтобы она зашла минуту перед этим, когда она подписала, и отменить, расторгнуть. Она расторгает этот контракт, а также она изменяет те события. Я вижу, что она перед этой бомбардировкой, она берет этого мальчика и убегает куда-то в нижний этаж. Вот оно что было. То есть она как бы пряталась не в подвале. И она взяла этого мальчика и убежала в подвал. И я вижу, что когда прошла бомбардировка, то верхних этажей уже не было, их смело. Мгм. А люди начали выходить вот туда, оттуда. Это, наверное, бомбоубежище было. Они начали сквозь завалы выходить. Я вижу, как эта вся конструкция начинает как бы ломаться и падать. Я говорю, чтобы Марина повышала свои собственные вибрации, наполнялась светом, распространяла по всем этим подключкам этот свой свет абсолютной чистоты, гармонии, здоровья,
выталкивала все эти программы, импланты, подключки, приказывала этим сущностям все забирать себе. Я вижу, как они все забирают. Я говорю, чтобы она снимала эти все импланты. Вот они вытягивают и этот дух, который там был. Я специально смотрю, и что оно еще не все ушло, а оно, оказывается, вот из-за них. Вот они забрали, и вот ее живот стал целый. Мгм. Вот, имплант из головы уходит, это летающая тарелка, вся темень уходит. Я говорю, чтобы она просканировала все свое пространство и отдавала все абсолютно, что им принадлежит, очищала все свое генетическое пространство, эфирное и физическое, от присутствия любых этих энергий, воздействий, программ. Я говорю, чтобы она отдавала черные очки тому, кому они принадлежат. Я вижу, что она отдает эти очки в сектор колдовства. Я говорю, хорошо, сейчас пусть там полежат в секторе колдовства, мы там разберемся. Сначала пусть она уничтожит всех этих интерферентов и отправит их всех в портал. Мгм. Я вижу, как она взлетает, как ангел. Я говорю, чтобы она отсекала все эти подключки, воздействия, импланты, выбрасывала в портал, сжигала все, и портал закрывала. Она это сделала. Отлично. А сейчас я говорю, чтобы тот, кто поставил ей эти очки, немедленно явился. На счет 3 приказываю явиться ему сюда. 1, 2, 3. Это кто-то с сектора колдовства. Ей буквально ставит эти очки, чтобы черные очки. И я вижу, что эта программа связана с тем, что Марина как бы примеряет плохие события на себя. Угу. Это так я приказываю этому человеку показаться немедленно в его эфирном пространстве, так, как он выглядит на физическом плане, чтобы я и показал, что он делал в тот момент. Я вижу, что это кто-то берет деньги, как бы взаймы. Берет деньги, но при этом делает как бы какой-то ритуал. Чтобы у Марины, смысл такой, чтобы у Марины было все плохо, а у него все хорошо. Так, и я смотрю, кто это. Да, кем он приходится Марине? Как-то информация как будто бы затерта, то есть он не проявляется полностью. Почему? Какая-то защита стоит? Да. Я говорю Марине, чтобы она убрала эту защиту. Она хозяйка в своем пространстве, она может это сделать. Человек не считывается как человек. Идет только вот это очень сильное, когда она разбила защиту, идет очень сильное воздействие, и оно вот через черный этот колдовской портал тянется в сектор интерферентов. И идет информация, что как бы это не одно колдовство специальное, какой-то ритуал, а это как бы накладывается одно на другое. Угу. То есть вот всякие разные события, но оно все в конечном результате привело к образованию этих очков. По плану Я интерференции, да? Да, по плану интерферентов.
Но Марина может сейчас эти все очки. Я вижу, что она их ломает на кусочки и раздает всем этим людям по кусочку. Кому ушко досталось, кому одна линза, кому вторая, кому душка. Всем раздала, Мгм. отсекает это все. Я говорю, чтобы она расторгла контракты абсолютно с каждым человеком, который привязал ее к нижнему порталу и который способствовал образованию этих эфирных линз. Вижу, что она так и сделала. Хорошо. Как сейчас она выглядит? Я говорю, чтобы она убирала это все пространство от себя. Оно уходит, как-то закручивается в спираль. Я говорю, чтобы она все убирала, распространяла свет, гармонию вокруг себя. Я очищала, закрыла портал и очистила. Стерла информацию об этих событиях со всех информационных полей. Мгм. Да, она это сделала. Хорошо. Посмотри на нее. Что-то ей еще мешает? Так, сейчас я вижу, что она как ангел, который подлетает, но у нее на ногах как петля черная. И кто-то тащит в сектор колдовства ее за эту петлю. Мгм. Кто ее тащит? Я вижу, что кто-то стоит с каким-то листочком. Так. И мне приходит ложный контракт. Мгм. Кто там стоит с этим листочком? Там как будто бы какая-то женщина, которая не считывается как человек, а считывается как какой-то клон или человек, потерявший душу. Мгм. И какая-то энергия такая прозрачная в сектор подписания контрактов. Я говорю Марине, видит ли она, что происходит? Что какой-то номинальный контракт висит, что ли? Я вижу, что Марина снимает с ног эту петлю, затягивает эту петлю этой женщине, вручает ей этот контракт сектора контрактов как букет. Мгм. Потом она ее берет, сечет, режет как на кусочки, на квадратики, отсекает это все в пространство, заворачивает, запихнула ее в портал и туда бомбу бросила. И портал закрывает, вот так закручивает. Мгм. Говорит, надоело. Ну, Сейчас она мне показывает ноги, они свободны. Показывает крылья. А со спины, она мне показала спину, вероятно, специально. И идет как какой-то шланг черный в сектор интерферентов. Кто-то там ее тянет. Так, кто там ее тянет? Посмотри. Я приказываю хозяину этого шлейфа явиться немедленно здесь.
И вижу, что выходит какой-то монстр. Этот монстр меняет форму. И он похож сейчас, как будто бы из какой-то дырочки выглядывает какое-то насекомое. Я говорю Марине, чтобы она приказала этому насекомому убрать немедленно эти воздействия энергии. Она принадлежит свету. Я говорю, чтобы она считала, скопировала энергию, ДНК энергий, вот этих, которые ее тащат, чтобы она сделала копию ДНК чистых фрактальных энергий и сделала антивирус, чтобы она приказала немедленно всем воздействиям убраться от ее энергосферы. Я говорю, чтобы она наполнилась этими энергиями антивируса, этими энергиями иммунитета против мира тьмы и выталкивала все эти подключки и распространяла по системе этих подключек эти энергии антивируса, иммунитета на зло. Пусть все сущности, все люди, которые подключены к этим энергиям, пусть распознают эти энергии, и тот, кто хочет освободиться, пусть освобождается. А также пусть эти энергии антивируса будут заразны. Каждый человек и каждая сущность пусть несет смерть и разрушение этим энергиям. Я вижу, как оно все возвращается туда, в тот портал. Я говорю, чтобы Марина отсекала от себя все эти подключки, отправляла по системе этих подключек туда, откуда это все пришло. И распространяет свет вокруг себя, призывает в помощь Вселенную, чистую Вселенную и первоисточник. Я вижу, как как она буквально притянулась в этот свет первоисточника и идет уже как бы общее. Она уже с первоисточником вот там отдает это все, и портал вот сейчас он как-то загремел и закрывается. Закрылся портал. Фу. А Ирина сейчас почему-то... А почему Ирина? Какая-то Ирина появилась. Что за Ирина? Какой-то щит, что-то ее закрывает сейчас. Считывается какая-то Ирина. У нее вот такой сейчас появился как щит спереди, который ее истинную закрывает. И тянется подключка такая серая в сектор колдовства и магии. И эта Ирина что-то делает, какой-то ритуал со спичками. Так. Что-то она жжет спички и говорит что-то. И вот эти такие угольки, когда спичка сгорает, такие вот кривые штучки черные. Угу. Они делают ей как будто бы щит. Я так думаю, что это какая-то типа целительница, которая делала какую-то защиту. Вероятно. Вполне возможно. Ну, я говорю, спрашиваю Марину, видит ли она, что это за защита еще. И она именно показалась тогда, когда была опасная ситуация. То есть я так полагаю, что Ирина еще снова Ирина. Ты видишь? Вот эта Ирина поставила такую программу на защиту, а Марина еще до конца не осознает,
что ее защита – это только ее воля и ее абсолютная чистота. Потому что если человек убирает из своего пространства все те энергии, которые хоть как-то резонируют с этими темными энергиями, это как раз и есть естественной защитой человека. Да. Сейчас она это осознает? Я ей говорю, чтобы она рассмотрела эту защиту, которую поставила ей эта Ирина. Мгм. Пусть она просчитает все гипотетические варианты. Пусть она посмотрит в тот момент, когда ее первоисточник защищал, но ее вот эта защита, так называемая, эта броня, наоборот, ей мешала. Да, она соглашается. Она отдает этой Ирине. Вот идет замещение. Ирина Марина. Я Мгм. говорю, чтобы она отдала этот щит этой Ирине, пусть себе забирает. Марина сама себе хозяйка в своем пространстве и защитница. Я говорю, чтобы она дала все эти воздействия, энергии этой женщине, пусть забирает. Она вообще может пойти в тот момент и отменить. Никогда не обращалась за такими ложными защитами. Мгм. Но я вижу, что она сначала отдала, портал закрыла, а потом она изменяет все эти события. Я говорю, чтобы она изменила все события, когда она в себя не верила, когда она ходила к кому-то за помощью. Да, она это отменила. Сейчас я вижу ее как ангела. Но ангел такой, знаешь, еще не совсем готовый. Весь в мечах, в щитах. Я говорю, что естественная защита – это гармония, расслабленность, красота, здоровье, что сейчас она может наполниться этими гармоничными фрактальными энергиями, попросить свое подсознание сбросить все блоки, программы, которые мешают пробуждению ее истинной генетической памяти о том мире, когда было абсолютное здоровье, абсолютная гармония, чистота, свобода. Наполнить все свое пространство внутреннее и внешнее этими высочайшей чистоты энергиями. Получается. Да, получается. Я говорю, что она может распространить по всем своим внутренним, внешним пространствам, просканировать все свое тело, убрать все блоки, которые мешают ей быть свободной, счастливой, здоровой. Я говорю, есть ли у нее те блоки, которые образовывались, когда она чувствовала себя плохо по отношению к деньгам, Мгм. когда ее обманывали, когда она тяжело зарабатывала, когда она легко теряла эти деньги. Я говорю, что она может все эти события найти в своей жизни, убрать все эти энергетические заряды со всех своих меридиан, со всего своего физического тела, а также эфирного. Она просто вот так вот, ну, как бы выдвигает эти все блоки из своей энергосферы. Мгм. Я говорю, что она может отсечь все эти блоки от всех этих событий, когда эти блоки образовались, и вообще зайти сейчас, вот эти блоки все выбросить. Она их выдвигает. Я говорю, чтобы она на утилизацию в огонь выбросила это. Мгм. Да, закрывает портал. Есть ли у нее эгрегор денежных трат и расходов? Да, он есть. Я говорю, что она может забрать свою всю энергию с этого эгрегора, отключить этот эгрегор от себя, эти энергии все. Она может разделить все, что ей принадлежит, она может очистить.
эти энергии и вернуть, а все чужеродное пусть выбрасывает туда, откуда оно пришло. У нее к сердечной чакре этот эгрегор привязан. Я говорю, чтобы она его выталкивала. Вот, ко второй чакре и к ногам. Третий. Я говорю, чтобы она его отсекала. Она может его сжечь в своем пространстве, убрать. Тоже это связано с колдовством. Я говорю, что это в ее воле убрать все магические воздействия, программы, потому что ее воля буквально растворяет все колдовство и превращает в пыль. Он рассыпался весь. Я говорю, что сейчас она может распространить по системе этих программ под ключик эти высокочастотные энергии и восстановить целостность всех своих энергоструктур, залечить все изъяны и все раны. Она это сделала. Хорошо. Так, давай пройдемся по вопросам. Я хочу, чтобы она сразу, вот пока она здесь, выбросила чувство вины. Давай. Я вижу, идут к этому чувству, к этому блоку две подключки, вот так в сектор бесплотных. Я говорю, что она может зайти в тот из каждых моментов и вообще не беременеть. У нее не было этих беременностей вообще. Вот она смотрит на эту одна полосочка, другая полосочка, никого нет. Я говорю, что она выбросила это чувство вины, этот блок вины. Вот она освобождает эти души. Я говорю, чтобы она их попросила, чтобы они возвращались туда, где они были до воплощения. Все, она выбросила этот блок. Я говорю, что она может сейчас выбросить все страхи со всех воплощений, все эти энергии, отсоединить от всех событий, когда ей было страшно или когда ее пугали. Она высыпает. Я говорю, чтобы она выбросила эти все блоки в портал на утилизацию. А сейчас я говорю, чтобы она изменила все эти события таким образом, что она вообще никогда не боялась, а наоборот радовалась. Вот, какой-то блок в сердечной чакре. Это связано, да, с чем-то связано. Я говорю, чтобы она идентифицировала эти энергии, этот блок, и чтобы она показала, когда впервые этот блок появился, и с чем это связано. Пусть покажет, когда он впервые появился. Я вижу, что это как бы оторванный такой какой-то кусок, и он связан с этой женщиной из прошлого, когда она там что-то колдовала, с этой порчей родовой. Я ее спрашиваю, что это за блок. Но она говорит, что это как бы чувство вины, которое сопряжено, вот, которое другой конец как бы этого чувства. Другая сторона – это чувство ответственности. То есть, когда она, с одной стороны, подсознательно чувствовала вину перед своим родом, то другая сторона этой медали была как раз ответственность за тот же род, чтобы его спасти. Я говорю, что она убрала эту всю ситуацию, и сейчас ей остается только залечить раны в своей сердечной чакре, выбросить эту энергию, как палку черную. Я говорю, чтобы она восстановила целостность своего внутреннего критика, убрала из своего подсознания, с области души все чужеродные воздействия, программирование, установки. Чужих планов в ее жизни больше нет. Она вышвырнула, как-то очень быстро закрылся этот портал. Я говорю, чтобы сейчас она восстановила целостность своего внутреннего критика, очистила все свое подсознание, рациональные части своего разума,
от чужеродных программ, навеиваний, гипнотических воздействий, чтобы она все эти последствия убрала. Выбрасывает в портал. Сейчас я говорю, чтобы она убрала из шеи эту штуку. Что это такое? Программа ограничения. Она лежит вот так, как будто бы шея находится в таком ошейнике, и на плечах такая, как палка серая. Мгм. Я говорю, что она может прекрасно себя реализовать с легкостью. Нужно эту программу тяжелого бремени, труда, ответственности убрать. Она то же самое может делать, но с установками, что все ей дается легко, естественным образом, потому что она часть Вселенной, чистой и святой, и Вселенная о ней заботится и дает ей столько, сколько ей нужно, и даже больше для ее блага, а также блага ее ближних. Ну вот, говорит, что ей такое нравится. Я говорю, чтобы она выбросила эту блокировку. Поломать ее можно, раскрошить, раздробить и пыль эту выбросить в коробочке в портал на утилизацию. Да, она это сделала. Сейчас я говорю, чтобы она энергии благосостояния, благополучия, здоровья распространяла по всем своим телам эфирным, физическому телу. Вот убирала блоки 6-7 чакры, восстанавливала работу между сознанием и подсознанием. Блок на 7 чакре с чем-то связан. С чем связан? Она говорит недопонимание. Я говорю, чего недопонимание? Говорю, Вселенную и себя понять мозгами невозможно. Можно просто почувствовать. Я ей говорю, чтобы она разрешила себе, чтобы говорить, чтобы ее подсознание говорило с ней через тело, через чувствование, через видение, через слышание. А этот блок холодного разума, да, я ей говорю, что главнее, душа или разум? Разум научен, и он как бы отрезан от нашего первоистока, от наших вековых как бы опыта этого векового. Оно может ошибаться. Я говорю, что она может вынуть этот блок, навязанный социумом. Это я вижу, что это какой-то, как будто бы она привинчена этим блоком к какому-то к потолку какому-то. Я говорю, что это те ограничивающие программы, которые мешают ей осознать ее величие. Если ей не нужны эти программы, она может выбросить. А я вижу, что сейчас она буквально пробирается, как будто бы вот цыпленок рождается, да? Она сквозь такую толщу черную рождается, вся пролазит и в другое пространство. А это там остается. Я говорю, что она может отсечь то низковибрационное пространство, сжать его, выбросить в портал на утилизацию. А вот она свободна. Я говорю, что сейчас она может найти себе здесь место, где она будет чувствовать себя наиболее комфортно. Но это, образно говоря, место. На самом деле это ее личные вибрации. Я говорю, что она может поднять свои вибрации до максимально комфортных для нее, поставить программу на омоложение, оздоровление всех сфер ее жизни, на гармонизацию всех своих сфер жизни. Она такая новенькая вся, чистенькая. Вышла с матрицы, с этого карантина.
Я говорю, что сейчас это только дело ее воли, а не времени. Она может нарастить свои духовные мускулы, потому что такое беззащитное в этом мире быть невозможно и нельзя. Чтобы она оценила ситуацию, как она есть, считала информацию, в каком мире она воплощена, взяла с собой весь тот опыт, иммунитет на этот мир, и чтобы ее мудрость сопровождала. Мудрость – это спокойным, счастливым, здоровым в этой системе и не соприкасаться с ней. Мгм. Она поднимается как свободный шар. Энергосистема, ее энергосфера прочная, правильной формы. Мгм. Хорошо. Давай приступим к вопросам. Мгм. Еще остались. Так, есть ли у Марины лярва курения и алкоголизма? Пусть покажет. Но я вижу от интерферентов, они как бы идет воздействие, они пытаются это как бы, но это не лярва, это как бы программирование. Мгм. Но лярвы не бывают у людей, у которых энергосистема такая прочная. У нее даже в начале она была прочная, невзирая на эти все воздействия. Я говорю, чтобы она отсекла эти все воздействия, это программирование, взяла ответственность за свою жизнь в свои руки. Потому что на самом деле, ну как происходит? Это просто дело воли. Хочу курю, хочу не курю. Хочу пью, хочу не пью. У нее лярв нету. Ее энергосфера абсолютно прочная. Мгм. Я Вот. говорю, что она может просто почистить свое пространство, если есть там программы зависимостей от алкоголя и курения. Вот это да, это программы есть, она их убирает. Портал на уничтожение, да. Хорошо. Так, идем дальше. Марина хочет почистить свою лимфу и отменить прививки и все последствия от прививок. Но я говорю Марине, чтобы она отменила все прививки на физическом плане, на эфирном. Включила программу на очистку лимфы. Но она должна понимать, что лимфу нужно чистить не только на эфирном плане, но и на физическом. Мгм. Я вижу, что она поставила как будто бы инструмент для очистки лимфы. Я говорю, что она может почистить таким образом и кровь, и лимфу, и все, что ей не принадлежит, все вредные программы, вирусы, бактерии, а также какие-то вещества, может убрать на вибрационном уровне своего пространства. Она фильтр вынимает, выбрасывает в портал на утилизацию. Мгм. Отлично. Идем дальше. Пусть посмотрит на свой атлант и позвоночник. В каком они состоянии. Ну, это то же самое. Она может изменить ситуацию на эфирном плане, но нужно помогать еще на физическом плане. Мгм. Я говорю, чтобы она просканировала положение всего своего всех ее костей, да, так правильно сказать, костяк. Всей своей костной системы. Да. Выровнять по геометрии все в соответствии с высокими вибрациями и идеальной программой чистых фрактальных энергий и программ.
Ну вот она поставила на место в эфирном пространстве. Я говорю, чтобы она закрепила и поставила программу себе на восстановление физического тела в соответствии с ее эфирным ДНК. Мгм. Сделала. Хорошо. Идем дальше. Так, у Марины было 4 общих наркоза. На одном из них, когда у нее был аппендицит, она плакала. Что это? Что в это время происходило на эфирном плане? Почему она плакала? Я вижу, что ей проводили эфирную операцию. Я говорю, что она очень легко может с этим справиться. Пусть она зайдет в каждый из тех моментов и отменит все операции. Вот. И эфирная отменилась. Мгм. Отлично. Так, идем дальше. Какую роль в ее жизни сыграла подруга детства Ольга? Я ее не нахожу ни в секторе колдовства, нигде, и я считываю, что никакой глобальной роли она не сыграла. Мгм. А вот кто сыграл, так это интерференты. Мгм. Я вспоминаю это, что бабушка какая-то сказала. Но они же говорят то, что им интерференты говорят. Это просто отвод в сторону, Мгм. чтобы вместо того, потому что где наше внимание, там и наша энергия. Вместо того, чтобы человек начинал задумываться, а что ж это у меня в жизни что-то все не так? А кто же это виноват? Это какие-то там сущности с пространства параллельного. И начинать с ними бороться. Человек начинает думать, это моя подружка с детства, в куколки не так игрались. То есть это вот перенаправление нашей энергии, Мгм. чтобы увести в сторону от главной причины. Хорошо, понятно. Идем дальше. Марина заказывала отворот мужчине. Зовут Алишер. Через некоторое время он сильно заболел. Марина хочет знать, связано ли это с этим отворотом. Ну, мне приходит, что связано, но она все уже изменила, это отменила. Уже нет ничего, да? Вторгаться в пространство другого человека вообще никак нельзя. Ни с отворотами, ни с приворотами, вообще никак. Это все наказуемо. То есть это все карма. Мгм. Хорошо, что Марина все это осознала и Да, отменила. хорошо. Идем дальше. После кесарево сечения была в бреду несколько суток. Вливали плазму. После этого ее мама сказала, что она очень изменилась. Характер изменился. Хочет ли Марина изменить это событие? Но она может это ребенка, вот она изменяет, рожает обыкновенным путем, не кесаревым. Мгм. Но я не вижу эзотерической там причины никакой. Просто мне приходит, что она сильно была как бы измучена и проходили просто процессы, а, как бы вот эти процессы восстановления, а ее характер на самом деле не поменялся. Это не характер, а и реакции изменились. Почему? Потому что когда человек длительно болеет, он выходит, когда выходит из болезней, то там будут как бы неспецифические реакции. Конечно же, что они отличаются от тех реакций здорового человека. Мгм.
Хорошо, идем дальше. Если там что-то было, то организм уже все как бы переработал давным-давно. Мгм. Хорошо, Но она отменила вливание этой плазмы. отлично. Мгм. Дальше. Болела желтухой. После этого начались проблемы с сосудами, появились на лице. Я вижу, что это связано было с сектором колдовства, с этими энергиями. Мгм. С порчей, наверное, да, родовой? Да. Ну, оно одно второе тянет. Мгм. Почему? За это же они цепляются. То есть они специально создают эти интерференты, разные ситуации, чтобы человек как-то сделал какую-то ошибку, какой-то промах. Они вокруг этого создали э, целый институт религиозный, чтобы человека запугивать вот, грехами разными. Потому что, чтобы человек вместо того, чтобы он подумал, ёлы-палы, вот это я облажалась, вот это сделала, и подумала, да нет, пойду я лучше попрошу извинения там, или как-то и другим способом изменю, или вообще расслаблюсь и изменю это в эфирном пространстве. Человек начинает себя догрызать уже. То есть ситуация не меняется, чувство вины растет, чувство ответственности за всех на свете, кроме себя, растет, прицепки, зацепки, привязки к темным мирам растут, потому что они как-то это доказывают, что это дает якобы им право пробираться к человеку. И все. То есть все это нужно отменять, быть попроще. Есть ситуация, ага, как я могу ее изменить, и все. А самоедством не заниматься. Хорошо, идем дальше. Был такой случай. В 3 года спала несколько суток. С чем это связано было? Я вижу, что это не было эзотерической причины, это была как бы как какой-то инкубационный период какой-то болезни. М, То есть не все имеют вот эти дела эзотерическую причину. мгм. Хорошо, понятно. Идем дальше. Несколько раз было состояние, как Марина писала, вселенского счастья. Длилось минут 10. Раза 2 или 3 такое было. Что это такое? Мне приходит, что они как-то забывали на это время, и каким-то образом эти подключки переставали работать. М, Понятно. Хорошо. Идем дальше. Марина хочет знать, нет ли у нее что-нибудь от Елены Гилео. Наверное, она видео ее смотрела. Может, какие-то негативные последствия. Вот оно что. А я думаю, что это такое знакомое, и даже не это самое. Она уже убрала это все. М, Вот я вижу эту женщина, которая считывается как потерявшая душу, или вот палочки одни. мгм. Скелетик. Да, и была вот эта прозрачная такая штука, как номинальный этот а, договор, типа. Она убрала все это. Всё, ничего нет. Отлично. Отлично. Так, идем дальше. Э, Так. Во сне чешется голова. Чешет и сыплются осколки стекла. Сон.
Что он значит? Я вижу, что это было связано с этой, с огромным этим имплантом, который был на голове. Мгм. Хорошо. Идем дальше. Тоже сон. Летала на ковре. От кого-то убегала. Ну, если честно, я уже не хочу ходить в этих снах, потому что уже не имеет смысла, уже понятно, что от кого убегала, подсознание давала, да. Хочется, знаешь, уже закончить на позитивной ноте. Потому что то, что мы вот как бы, ну, на самом деле, я так думаю, что Марина уже все поняла, и лучше вот поддерживать эти высокие вибрации и снова не опускаться в эти, потому что оно в эфирном пространстве, что называешь, что зовешь, оно тут же и является. Хорошо. Но все равно еще остались несколько вопросов. Так, первый. Дом и участок. Надо почистить. Мгм. Очень почистить. Ну, я вижу, что с домом и с участком связана какая-то очень темная энергия в секторе колдовства. Мгм. Вот у нее зять Альфонс, она его так назвала. Она ему переписала третью часть участка. Александр его зовут. И она его прокляла до 7 колена. Ну, я вижу, что она этим своим проклятием как бы находится сама у себя в секторе колдовства. Там такой блок. Она это, то есть эта программа как бы поддерживалась, притянулась на те проклятия рода, которые уже были. А этим самым воздействием как будто бы обрезала вообще путь. Прекратила как бы. Ну, она это уже все отменяет. Этот блок черный уходит. Я говорю, чтобы она забрала все эти проклятия. Она забирает. Я говорю, чтобы она вообще отменила эту ситуацию. Она вообще никогда ничего не переписывала этому молодому человеку. В эфирном пространстве ему ничего не принадлежит. То, что принадлежит ей, она забрала себе. Мгм. И она отменила тот момент проклятия. Оно все рассыпалось. Я Мгм. говорю, чтобы она убрала привязку к этому человеку и выгнала его из своего пространства. Хорошо. Я вижу, что он уходит, вылетает буквально с ее энергосферы, улетает в сектор интерферентов. Хорошо. Так, дом и участок пусть почистит свой. Вот, а сейчас можно почистить. Я говорю, что она знает и умеет, как нужно чистить все, что ей принадлежит. Я говорю, чтобы она то же самое делала, наполнялась энергией абсолютной гармонии, благоухания, благосостояния, наполняла все свое внутреннее пространство, внешнее этими энергиями. Я говорю, чтобы она наполнила пространство своего дома, своего участка, своей работы, бизнеса, хобби, все, что принадлежит ей, ее семья, ее дела, все, что касается ее рука, ее разум, она может наполнить энергией радости, счастья, благосостояния, здоровья, успеха, свободы, чистоты. Я говорю, вот, чтобы она распространяла свою энергию на свой город, на свою страну, на свою галактику, на свою вселенную. И сейчас она может, да, вот, ага. Это срабатывает принцип хозяина. Мгм.
Двусторонняя связь получается. Она заявляет права на это все свое, наполняет это все чистейшими энергиями и таким образом все свое как бы переводит в собственность чистой Вселенной. Вот что происходит. Мгм. Отлично. Так, и последний блок такой. Марина хочет посмотреть, где находятся ушедшие из этого воплощения родители. Мама Антонина. У нее к маме Антонине привязка. Мама Антонина находится в плохом пространстве. Мгм. Пусть передаст ей информацию о своем освобождении. Она передает. Я говорю, чтобы она отсоединяла, отрезала эту привязку к нижнему порталу, она ей не нужна, чтобы она просила маму, чтобы мама оставляла все эти негативные тяжелые энергии в том портале, который удерживает ее. Пусть она изучает эту информацию и сделает все так, как сделала Марина, и поднимается туда, куда она хочет. Да, у нее это получается. Мгм. Хорошо. Дальше. Отец Николай. Отец Николай в хорошем пространстве находится. Я говорю Марине, чтобы она то же самое передала по этой привязке информацию о своем освобождении и убирала эту привязку от отца. Угу. Сделала. Дальше. Бабушка Евдокия. Но она может всех позвать, у нее там список большой, и всем Мгм. передать Хорошо. ушедшим и живым. Пусть она всех позовет. Она знает, кого она их перечисляла, и передаст им информацию о своем освобождении. Да, она зовет весь свой род, передает всем информацию, показывает, кто враг, как бороться. Угу. Сделала. И если хочет, пусть оставит информацию о своем освобождении в свободном доступе в эфирном пространстве для каждого желающего, кто захочет взять. Да, сделала. Хорошо. Посмотри сейчас на эфирное тело Марины и спроси у нее, все ли мы для нее сделали на этом сеансе. Она говорит, что все, она выглядит как ангел. Я ее попросила, чтобы она показала свою защитную сферу. Она продемонстрировала, как она ее включает. Я говорю, что она сейчас может экспериментировать и учиться включать режим невидимки для врагов, например, да? Наполняться энергиями, переноситься в свет первоисточника. Вот. Проявлять свою волю везде, где только можно, потому что вся жизнь – это каждоминутный выбор, и она может проявлять свою волю. Она нас благодарит. Мгм. Хорошо. Давай тогда прощаться с Мариной. Угу. Проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто. Да, все чисто. Хорошо, будем выходить. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза.
Марина, включайте микрофон. Слышно? Да, слышно. Расскажите, что-то чувствовали? Когда Вика сказала, что она узнала меня по голосу или как в начале сеанса, Мгм. я, когда в первый раз услышала Вику, когда она еще была с Еленой, я тоже это почувствовала, что вот что-то родное. Мне всегда Вика нравилась. Потом, когда Вика сказала, что я запустила какую-то вирусную программу для всех вот этих гадов, у меня это всегда было в мыслях. Думаю, как бы вот как бы это сделать, чтобы оно распространялось как по венам, вот от одного к другому, чтобы они заражались друг от друга. Потом еще очень было смешно, когда я сказала про крокодила в костюмчике. Видимо, очень симпатичный парень там был. Мгм. Вот. С длинным хвостом зеленым. И Крас- вот сейчас в конце сеанса, я весь сеанс ерзала, у меня очень болела спина, а сейчас прекрасно, все нормально, Мгм. не болит. Отлично. Большое вам спасибо. Я вам Пожалуйста. очень благодарна, и я благодарна себе, что я нашла возможность с вами связаться и пройти сеанс. Я вас люблю. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ваш сеанс можно опубликовать? Ну, наверное, можно. Лицо можно открытым оставить? Ну, не знаю, как посчитаете нужным. Открытым. Да, Ну, хорошо. я тоже голосую. Хорошо. Хорошо, спасибо. Вам спасибо огромное. Удачи вам, здоровья, успехов и побед, побед, побед. Да, Спасибо. спасибо, спасибо. Все, до свидания. До свидания. До свидания.